Большинство людей уверены, что ваниль – это аромат. Что это что-то сладкое, искусственное, связанное с выпечкой, мороженым и парфюмерией. Для многих ваниль – это запах, а не растение. Но сегодня я хочу начать с простого факта, который для большинства станет неожиданным. Ваниль – это не аромат. Ваниль – это орхидея. Настоящее живое растение, редкое и одно из самых трудоемких в выращивании на планете. И в этом видео мы спокойно, без мифов и без сенсаций разберемся, что такое ваниль на самом деле, как она растет, почему она такая дорогая, причем здесь орхидеи, что из себя представляет настоящий ванильный стручок и где заканчивается реальная ваниль, а начинается ароматизатор. Без громких обещаний и без крайностей. Только факты, история и здравый смысл. С точки зрения ботаники, ваниль – это род растений семейства орхидных. Да, именно орхидей. Тех самых, которые многие привыкли видеть как декоративные цветы на подоконниках. Но ваниль – это особая орхидея. Это лиана, которая в природе может вырастать на десятки метров, цепляясь за деревья. Она не пахнет ванилью в привычном нам понимании и уж точно не выглядит как аромат или порошок. Настоящая ваниль – это длинный зеленый стручок, который появляется после цветения. И здесь начинается одна из самых удивительных частей ее истории. Цветок ванили живет всего один день. Если за это время он не будет опылен, плода не будет. В естественных условиях ваниль опыляют определенные насекомые, и именно поэтому за пределами своего природного ареала она долгое время не давала урожая. Сегодня почти вся ваниль в мире опыляется вручную. Человек буквально берет инструмент и опыляет каждый цветок отдельно, один за другим. Это требует внимания, опыта и времени. Именно поэтому натуральная ваниль не может быть дешевой. В ней нет ничего массового, быстрого или автоматизированного. После опыления стручки ванили растут несколько месяцев. Но даже после сбора урожая ваниль еще далека от того аромата, который мы знаем. Свежий стручок почти не пахнет. Тот самый узнаваемый аромат появляется только после сложного и длительного процесса ферментации и сушки. Этот процесс может занимать несколько месяцев и требует точного контроля температуры, влажности и времени. Только после этого ваниль приобретает глубокий, теплый и многослойный аромат. И здесь важно сказать честно. Большинство людей никогда в жизни не пробовали настоящую ваниль. То, что чаще всего называют ванилью, это ванилин. Синтетическое или полусинтетическое соединение, которое воспроизводит один из основных компонентов натуральной ванили. Оно дешевле, стабильнее и проще в производстве. Именно поэтому оно так широко используется в пищевой промышленности. Натуральная ваниль содержит десятки ароматических соединений. Именно поэтому ее аромат не резкий, а сложный и живой. Он раскрывается постепенно, меняется со временем и взаимодействует с другими ингредиентами. Ароматизатор же, как правило, дает прямой и плоский запах. Это неплохо и нехорошо, это просто разные продукты с разными задачами. Если говорить о пользе, здесь важно сохранять здравый смысл. Ваниль – это не лекарство. Но натуральная ваниль содержит антиоксидантные соединения и вещества, которые традиционно ценились за мягкое воздействие на восприятие и настроение. Исторически ваниль использовали не только как специю, но и как часть культурных и бытовых традиций, в первую очередь из-за ее аромата. Современные научные исследования изучают ваниль в контексте антиоксидантной активности и влияния ароматических соединений на сенсорный опыт человека. Некоторые работы рассматривают, как запах ванили влияет на восприятие комфорта и расслабления. Но важно подчеркнуть: наука не рассматривает ваниль как лечебное средство. Ее ценность в культуре, вкусе, аромате и истории, а не в медицинских обещаниях. Интересно, что ваниль считается одной из самых дорогих специй в мире после шафрана. И это связано не с модой или маркетингом, а с биологией растения. Орхидея, которую нужно опылять вручную, выращивать годами и обрабатывать месяцами,
просто физически не может быть дешевой. Цена здесь – отражение труда и времени. При этом ваниль – один из самых узнаваемых ароматов на планете. И в этом есть парадокс. Мы все знаем ваниль, но почти никто не знает растения. Мы узнаем запах с детства, но не представляем, откуда он берется. Мы знаем слово «ваниль», но редко задумываемся о том, что за ним стоит живая орхидея. Когда вы видите на упаковке надпись «ванильный вкус», это почти всегда означает аромат, а не само растение. Когда вы видите маленькие черные точки в креме, мороженом или десерте, это может быть настоящая ваниль, а может быть имитация. Разница есть, но в повседневной кухне она не всегда принципиальна. Важно не демонизировать ароматизаторы и не идеализировать натуральное. Это разные инструменты для разных целей. Но понимать разницу полезно. Хотя бы для того, чтобы осознавать, что ваниль – это не просто запах, а результат сложного природного и человеческого труда. Если посмотреть шире, ваниль – это пример того, как современный мир часто отрывает продукт от его происхождения. Мы используем аромат, не зная растения. Мы потребляем вкус, не понимая процесса. И такие истории есть у многих привычных продуктов. Именно поэтому разговоры о растениях, их происхождении и реальной природе остаются важными. Таким образом, ваниль – это не аромат и не порошок. Это орхидея с уникальной биологией, сложным жизненным циклом и богатой историей. Это растение, которое человек научился культивировать ценой огромного труда и терпения. И именно поэтому настоящая ваниль всегда будет особенной, даже если мы сталкиваемся с ней гораздо реже, чем с ее ароматом. Если это видео помогло вам по-новому взглянуть на привычное слово «ваниль», значит, оно было не зря. Поддержите канал, поставив лайк, подпишитесь, если вам близок такой спокойный и честный формат разговоров о растениях и природе, и напишите в комментариях. Вы знали, что ваниль – это орхидея, или тоже думали, что это просто аромат? Спасибо за просмотр и до следующего видео.